Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня я предлагаю вашему вниманию гадание онлайн, общий расклад Таро, цыганский расклад, цыганское гадание, которое всегда сбывается. Что было, что есть, что будет, что уходит из вашей жизни, что навсегда уходит, чем сердце успокоится. И, возможно, то, что откроется вам по судьбе. Этот расклад, он последний в серии гадания на Рождество, святочные гадания. И мы начнем с того, что... Давайте посмотрим. Это будет больше такое потоковое гадание, и оно будет, в принципе, похоже на цыганское, но вы знаете, что я люблю потоковые такие чтения Таро для мужчин и женщин, где мы выхватываем из потока карт вот какие-то такие главные моменты, на которых стоит сконцентрироваться. Итак, что актуально? Давайте начнем с того, что есть у нас здесь и сейчас для вас. 3 аспекта. Ну, первый аспект — это что-то нечистое, от чего хочется избавиться. Утраты, потери, расходы, возможно, где-то предательство, обман, ложь. То есть такой негатив в образе крыс. Можете закрыть глаза и представить все самое неприятное, что может быть у вас сейчас. Да, вот это и есть те крысы, которые вам мешают. Да, то есть представьте себе, что ваша жизнь — это корабль, да, ну, а на ней есть крысы, на любом корабле есть крысы, да, и вот они иногда там бегают, иногда чего-то подворовывают, иногда что-то подпарчивают, ну, а иногда просто пугают и доставляют неприятности. То есть некие неприятности. Ну, давайте посмотрим, что еще. У вас сейчас прям судьбоносный период в жизни, и вы находитесь, во-первых, в сложной какой-то ситуации, которая, во-первых, неприятная, она и с потерями связана, что-то может быть. Теряете на физическом уровне, где-то теряете на духовном уровне, да. Ну, это может быть или трудности в отношениях, трудности с близкими, трудности с детьми, с друзьями, да. Но испытание у вас достаточно сложное сейчас, то есть жизнь ваша, она вас испытывает, причем испытывает вас нечистым, потерями и утратами, да, какими-то. Ну, давайте еще посмотрим, что сейчас актуально на здесь и сейчас, какие 3 главных аспекта, да. Ну и смотрите, ну, возможно, у вас утрачена связь со своим ребенком внутренним, это часто такое бывает у взрослых уже достаточно людей, которым перевалило за 40, за 50, даже такое тоже часто бывает. Но может быть утрачена связь с ребенком внешним, да, то есть, ну, вы остались без детей, например, да, они уехали или у вас их так и нету, да, допустим, по разным причинам, то есть некие испытания, и если даже это не касается вашего внутреннего ребенка и ребенка внешнего, то эти испытания как минимум внезапные. У вас центральная карта крест, то есть вы внезапно должны ощущать какие-то, может быть, где-то утраты, а может быть, где-то неприятности. И вам с этим нужно что-то делать. Возможно, вы где-то по своей наивности ожидаете, что оно решится как-то само. Возможно. Потому что крест иногда и сам разрешается. Да. Вот. Но здесь ребенок, а здесь крысы. Ну, у меня такое ощущение, что есть некая такая какая-то, ну, как бы как напуганность или испуганность, неожиданность какая-то. Поэтому давайте так скажу, что актуально для вас на здесь и сейчас. Вы как минимум решаете сложную задачу, может быть слегка испуганы, может быть сильно напуганы возможными потерями или теми потерями, которые у вас происходят в жизни. Вы ожидаете, наивно где-то ожидаете, что скоро все решится, но как действовать дальше, вы пока не понимаете. Но все-таки ребенок, он не всегда понимает, как ему действовать на здесь и сейчас. Хорошо, давайте посмотрим, с чем связаны сейчас ваши утраты. Вот, что вы сейчас теряете, да? Что вы сейчас теряете? Ну, теряете вы что-то из вашего дома, может быть, кого-то из, ну, связь с кем-то из близких вам людей. Больше это потери близкого человека и потери как таковые финансовые, и потери здоровья часто по этой карте идут. Да, давайте еще посмотрим, что утрачивается, да, сейчас. Ну, утрачена какая-то связь с женщиной, и утрачивается связь, которая, возможно, связывает вас знаниями о роде, о женщине. Утрачивается также закрытая дверь или возможность что-то узнать, да, вот, что-то открыть для себя.
Ну, связь с женщиной и родственницей тоже утрачивается. Ну и утрачивается еще и королева жезлов. Это женщина, все-таки, видите, здесь больше женская связь какая-то уходит. И здесь, может быть, кстати, утрачивается сила и влияние магии. Кстати, это магия, это тоже магическая карта очень часто. Поэтому где-то, возможно, вы что-то потеряли благодаря магии, которая на вас оказывалась. Ну и, возможно, оно уже должно уйти. И, возможно, вы избавляетесь постепенно от чего-то нехорошего, связанное с магией. Также, возможно, вы еще и теряете какой-то ключик магический, который находится внутри вас. Возможность это или упущенная возможность, ну, нереализованная или реализованная, но не полностью возможность. Это уже смотрите по себе, да, поскольку это общий расклад, тут детали раскрываться такие глубокие не будут. Давайте посмотрим, что сейчас должно быть решено, какие проблемы сейчас должны решаться у вас. Ну, должны решаться проблемы или вопросы из прошлого, связанные с отношениями. И это судьбоносные отношения, которые уже нужно решить, да или нет, отпустить или продолжать и так далее, да, что-то из прошлых отношений. Дальше. У вас судьбоносные вопросы сейчас решаются, у вас сейчас решается судьба сегодня, сейчас, совсем недавно и в ближайшее будущее, колесо фортуны. То есть решается вообще судьба ваших отношений, судьба отношений, которые были и которые есть и которые будут. Ну и решается вопрос, где-то, может быть, решитесь ли вы наконец-то на то, на что не можете решиться. Достойны ли вы этого? Достойны ли вы решиться? Найдете ли вы силы на это? И решается то, о чем вы долго сомневались. Здесь материальный успех, в принципе. Здесь материя, а здесь просто мысли, чувства, планы и действия. Ну и давайте посмотрим на ближайшее будущее, какие неожиданности могут вас ожидать, да, к чему быть готовым, или что вы предчувствуете, вот ваши предчувствия. Ребенок — это где-то неожиданности, да, всегда. Ну, вы предчувствуете счастье, где-то что-то ушло из вашей жизни, да, десятка, и где-то оно должно прийти опять, да, то есть в области счастья. То есть вы теряете где-то в материальном, да, ну, допустим, связь физическую с человеком, например, да, но находите, приобретаете что-то в эмоциональном, в духовном, в эзотерическом в том числе, да. Хорошо, то есть у вас предчувствие счастья есть, да, то есть или ожидание какого-то счастья, это тоже может быть здесь. Ну и смотрите, ожидание чего-то нового, ожидание уравновешивания, королева мечей. Здесь ожидание баланса и успокоение сердца. То есть это может быть связано с счастьем вашим личным, вашей женитьбой, замужеством, да, вот такое. И с счастьем ваших детей и близких. Оно тоже здесь есть. Ну и чего еще можете ожидать? Ну, есть у вас еще где-то такое глубинное ожидание чего-то плохого. Не знаю, на чем оно основано, но почему-то оно есть. Возможно, где-то по семерке пентаклей вы не верите где-то в успех. И, возможно, вы так сильно хотите чего-то хорошего, что оно перегорает. Потому что пятерка мечей — это ставить все на кон. Возможно, где-то есть подсознательное ожидание неуспеха, да, а почему оно так? Ну, психика часто так устроена от человека, да, что она больше заточена на что-то плохое, нежели на что-то хорошее. Поэтому, а вдруг не получится, а вдруг это не для меня, а вдруг я недостоин, а вдруг я там не верю в себя, да, вот эти вот неуверенности. Кстати, пятерка и семерка порождают 12. 12 у нас вот они 12, видите? Вот он. Это как бы я повешенный на... Завишу, да, повешенный — это зависеть от чего-то, от своих сомнений, как минимум, да, вот такой вот момент, да. Хорошо, давайте посмотрим, что было в вашей судьбе. Ну, это вот такая ситуация, как бы на здесь и сейчас, которая вот управляет вашей жизнью. Что было? Ну, видите, у вас были уже попытки избавиться от чего-то плохого, да, и вот крысы были в актуальны, да, избавиться от чего-то плохого, и
метла, да. Метла это всегда вот какое-то как наказание и попытка вот избавиться или от наказания, или избавиться от чего-то плохого. Поэтому было такое уже в вашей жизни, что, ну, как бы в это лучше не попадать, и от последствий того, что было, лучше избавиться, да, вот это уже было. Хорошо. Давайте еще что было. Но был и стабильный период в жизни. И что еще был? И был выбор у вас. То есть, смотрите, был период, когда действительно хотелось избавиться от того, что не нужно, что уже, ну, где-то, может быть, задолбало, да, вот постоянно, то, что было, уже и стало неприятным. И вот это неприятное, оно больше идет к какой-то семье и к женщине, да, какие-то последствия, может быть, от какой-то женщины. Ну, может быть, например, там, родовая программа или отношения с родственниками, да, вот. Потом, как бы был период стабильности, да, когда оно вроде бы как стабилизировалось, и был выбор, был перекресток или была дорога, был выбор пути. Да, давайте посмотрим, что плохое в жизни, от чего плохого в жизни вы, возможно, ну, вам нужно было бы уже избавиться, если вы уже не избавились от этого, да, вы можете смотреть, проверять это как то, от чего вы уже избавились, или желательно было бы избавиться и забыть, потому что у вас метла в прошлом лежит, да. Ну, здесь как минимум, если из плохого, то это последствия треугольника, а если из личного чего-то, то... Ну, треугольника в отношениях, естественно. А если из личного, то, возможно, вот негатива, связанного с коллективом и с работой. С работой. С коллективом и с работой, извините, оговорился. Хорошо, давайте еще от чего нужно было бы избавляться. Ну, избавляться нужно было еще от наивности. Наивность чрезмерная, да, и ну, какая-то, может быть, все-таки наивность есть у вас. Она вот где-то, да, она присутствует в раскладе. И вот она, наивность. Давайте так скажу, что в прошлом вот это то чего. Где-то какая-то чрезмерная открытость миру. Открытость миру это очень круто. Но когда она неконтролируема, да, и когда ребенок, ну неважно, да, есть у вас связь или нет, но когда он уже вырастает и все равно остается наивным, это тоже не очень хорошо, да, не всегда хорошо. Ну и давайте еще что ушло. Ну и избавились вы от какой-то возможности что-то связать и перейти из одной реальности в другую. Эта связь, она может быть с работой, с самореализацией, с ребенком. Ну и, возможно, что-то... Может быть, вы ребенка не отпустили, своего внутреннего. Может быть, своего ребенка, ну, тот, который у вас есть, да, то есть, может быть, вы тянете. И может быть где-то рождение ребенка, рождение первенца у вас может быть вот такое, оно последствия как минимум этого, оно должно быть отпущено уже. Ну здесь вот такая композиция, да, получилась. Что в прошлом у вас было такое прям, ну, надежное, да, надежное ваше прошлое, давайте посмотрим. Ваше надежное прошлое связано с тем, что вы застряли в каком-то, может быть, самоедстве, а может быть, в обвинении кого-то. 4 кубков. Вы застряли, и оно надежно. То есть вы реально подзастряли в чем-то, и это, ну, не очень хорошо. Где-то вы кому-то что-то долго помнили. Но также вы надежно умеете работать, да, то есть вы умеете быть человеком упорным, да, то есть, ну, был период, когда у вас был стабильный там заработок, успех от самореализации, но тем не менее вы буксовали где-то эмоционально очень сильно по вот этой карте. Ну, давайте дальше еще посмотрим. Ну и была такая, знаете, где-то у вас такая была, что ли, идея что-то закончить. Но как минимум эта мысль была какая-то навязчивая, что-то прекратить. Может быть, прекратить работать, например, или прекратить злиться, или прекратить причинять вред себе и окружающим. Да, вот что-то карта очень вредная, 10 мечей, даже опасная, и часто опасная для жизни. Поэтому, ну, где-то, может быть, опасная работа у вас была, вот такое. Или токсичная работа, или была, ну, токсичная среда, в которой приходилось работать, и вам хотелось бы как можно быстрее уйти с той работы, где среда была не очень приятная.
Какие 3 решения из прошлого повлияли на вашу жизнь? Давайте посмотрим вот эту карту. 3 главных решения из прошлого, которые повлияли, давайте, радикально изменили вашу жизнь. Первое решение было решением все изменить. И причем вы хотели изменить свою жизнь к лучшему. Поэтому я все-таки настаиваю на том, что когда-то вы действительно очень сильно долго находились и работали в токсичной среде какой-то, да, допустим, ядовитой, отравляющей, некомфортной и опасной для жизни даже, да, занимались, может быть, опасной работой или вели опасный образ жизни, рискованный, например. То есть первое решение изменить все к лучшему. Хорошо. Это связано, может быть, было с продажей, с обменом или с изменениями, но к лучшему, да, в лучшую сторону. Давайте дальше смотреть, что еще. И вы хотели стать богаче, успешнее. Вы хотели научиться продавать, отработать какой-то мастерство какой-то свой, мастер-класс. Кстати, он у вас не до конца отработан, и где-то вы, возможно, утратили те способности, которые имели ранее, но не окончательно их потеряли, да, то есть вы упустили время, возможности, утратили их навыки какие-то, но, знаете, есть такая пословица, кстати, загадываете желание по поводу быть богатым, здоровым, счастливым и успешным. Туз Пентаклей, он обычно об этих аспектах. И, кстати, это открытый ваш талант. Вот это ваш талант, именно талант. И где-то вы, возможно, приняли решение, а может быть, вот сейчас принимаете решение, потому что это к прошлому, но уже почти к настоящему ближе, да? Недавнее прошлое. И что еще тут есть? У вас все уходит в монеты. Во-первых, все ваши решения кардинальные, связанные с работой, особенно с переменой работы или вообще не работать на себя, оно все класс для вас. Это судьбоносное решение. Это Дева, вот оно тоже у вас прямо сейчас оно решается. Возможно, это и есть продолжение прошлого, связывающее звено с настоящим. А вот у вас связь. Вот она связь. Где мир? Где мой мир? Кстати, вот он. Вот она связь. Аркан мир. Поэтому решение по поводу работы, самоопределения, самозанятости для вас, оно является до сих пор ключевым, важным. И если вы это уже сделали, это хорошо. А если вот-вот сделаете это, например, прекратите работать на кого-то и начнете работать на себя. Вот это ваша работа, это ваша кармическая реализация, это изменение. Все касается монет. И, возможно, вы когда-то себе сказали: хватит, я больше не хочу быть бедным человеком, то есть нуждаться в деньгах. Это тоже, кстати, вот об этом. И когда-то вы сказали: я хочу сменить образ жизни, материальный образ жизни, для того, чтобы стать здоровым, успешным, богатым и счастливым. Все это здесь в этом раскладе есть. Если вы где-то когда-то потеряли возможность вот эту материальную свою, да, утратили, то внутри вас она все равно живет и никуда она не делась. Вы можете идти по пути к своему счастью. Все классно пока что. Хорошо, но давайте теперь посмотрим, что у вас происходит, не актуальное сейчас, да, вот не кризисное, а то, что развивается, но вы этого еще пока не замечаете. То есть, что происходит в вашей жизни сейчас, вы этого не замечаете, не обращаете внимания. Почему? Потому что вы спите, условно говоря, да, спите наяву. Давайте вот эта часть расклада будет называться «Сон наяву», да. Что происходит прямо сейчас наяву у вас? Давайте тоже 3 аспекта посмотрим. Уже пойдем тройками работать, да, сегодня. Сон наяву. Давайте глянем. Первый сон наяву. Смотрите, вы не замечаете или где-то спите, или просыпаете свою судьбу. То есть действительно происходит судьбоносное событие. Видите, как интересно синхронизируется вокруг вас реальность. То есть проснись, проспишь судьбу. Прямо сейчас реализуются судьбоносные сценарии в твоей жизни. Второе. Змея. Есть некая опасность, но, возможно, вы боитесь избавиться от чего-то личного. Избавление от личного здесь, по этой карте, оно сравнимо с вашей кожей. И змея, у змеи, год змеи, кстати, уже он начался, да, условно, по японскому календарю он еще начнется, да, то есть время должно еще пройти несколько месяцев. Так вот, прямо сейчас может измениться ваша судьба в этом году. И вы об этом опять либо забываете, либо не знаете.
хорошо. Ну и третий аспект, все будет хорошо. То есть здесь карты вам говорят, тебе нужно действительно избавиться от ненужного, центральная карта, того, что тебе вредит. И тогда твоя судьба будет меняться в лучшую сторону. А теперь давайте получим подсказки, инсайты, советы, лайфхаки вашей судьбы, которые могут помочь вам. Сейчас подсказки, советы, лайфхаки. Что влияет прямо сейчас на вашу судьбу? Прямо сейчас. Что влияет на вашу судьбу? 3 аспекта. То есть, кто что влияет на вашу судьбу, но вы не замечаете этого. Уход мужчины и переход из места комфорта в место дискомфорта очень сильно влияет на вашу судьбу. Ну, здесь отпускание мужчины, оно, может быть, вам сыграет на руку. И если вы выйдете из зоны комфорта и перейдете в зону дискомфорта, тоже сыграет вам на руку. Это меняет вашу судьбу. Дальше, это именно отпускание мужчины и переход в зону дискомфорта. Дальше. Жизнь ваша должна измениться кардинально или радикально. То есть жизнь должна стать не похожа на то, что было. Если вы горюете, тоскуете, не дай бог убиваетесь по кому-то, кто ушел из жизни, его нужно отпустить. То есть на вашу судьбу влияет отпускание человека, отпускание себя в зону дискомфорта, там где вы не были, перебарывание страхов и, виртуально или образные похороны того, что должно уйти из жизни. Грубо говоря, вам нужно принять, что то, что ушло, для вас не играет уже никакой роли. И не оставлять в своей жизни попыток зацепиться за то, что ушло. Но здесь только так. Ну и давайте еще, что влияет сейчас, а вы не замечаете. Ну и влияет Солнце, тут 2 Солнца у вас, да. На вас влияет реально творчество очень сильно, самореализация. Ваша личность в творчестве и в самореализации, поэтому у вас, возможно, и свое дело и должно где-то сыграть, да. На вас влияет сейчас очень сильно ребенок, отпускание всего, что было с вами, как с ребенком, и отпускание всего, что вас связывает с вашим внутренним ребенком или с ребенком внешним, с вашим сыном или с вашей дочерью. Это больше сын, это больше дочь, да? Хорошо. А теперь давайте смотреть. Это то, что влияет на вашу судьбу, а вы не замечаете. А теперь от чего вам нужно действительно избавиться сейчас? Почему? Потому что оно вам действительно мешает, оно действительно вам угрожает, оно, может быть, действительно вам отравляет жизнь, приносит опасность. Ну и вообще, может быть, оно уже, допустим, если это ваше, оно отжило, и просто то, что отжило, действительно нужно похоронить, да, иначе оно будет отравлять твою реальность. 3 аспекта. Давайте я вытащу 3 карты, а потом мы как раз и посмотрим, откроем их. Давайте, первая карта, что действительно, что является негативом или опасностью для вас. Непредсказуемость. Вам уже можно начинать планировать. Можете поработать с духами, которые считаете, что они злые. То есть злые духи для вас, они вам вредят. Может быть, это вокруг вас, может быть, это внутри вас, да, потому что иногда злой дух находится и внутри. То есть вам, по сути, нужно убрать дух. А какой он? Это дух авантюризма или непредсказуемости? Тогда это ваш дух, да? Тогда вам нужно начать планировать. Но если это злые духи, и вы их чувствуете, мы же не делаем диагностику. Можете проверить себя, да? Самоощущение, сны, обстоятельства, события, которые окружают вас, или события, которые происходят внутри вашего дома, помещения или в вашей среде. Тоже может быть злым духом. Хорошо. И непредсказуемость, в принципе, где-то это часть вашего мира, но вам лучше в какой-то график вливаться, в режим. Все-таки, то, что подсказывает карта, а как вы чувствуете, это уже ваш момент. Хорошо. Что еще вам может мешать? Здесь это вообще сексуальная энергия, в принципе, и творческая энергия. Тут уже смотрите. Эта карта очень позитивная, и позитив обычно он не мешает, да, но есть же и тень, да. То есть,
есть же и тень в этой карте. А какая тень этой карты? Это внутренний демон, ну, по этой карте, да. То есть или внутренний черт, да, или внутренний демон, или тень, или злой дух тот же самый, да. То есть, что вам еще может мешать? Энергии теневые, которые вы не воспринимаете. Например, вас все злит, вас раздражает, и вы в ком-то видите что-то такое, что отталкивает вас. Знаете, это есть в вас, это ваш демон, это ваша тень, и вы это просто не проработали еще, к сожалению. А может еще и к счастью, да. Ну и третий аспект. У вас действительно есть от чего избавляться. Во-первых, вам нужно избавиться от таких аспектов, как идеализм, перфекционализм, доведение всего до совершенства. Но не ваше, вам это уже не надо. Ну и здесь карта такая, которая говорит о том, что возможно карьеризм, карьера это тоже не ваша, это карта карьеры. Ну и где-то желание разрушить себя, свой мир. Именно разрушить внезапно, спонтанно. Внезапность, спонтанность тоже вам не помогает, я уже говорил. Вот она. И я вам так скажу, агрессия вам тоже очень сильно мешает. Вот вам нужно работать с добром, с добротой, с душой, с мягкостью, вот, с текучестью, с гибкостью, вот такое. А быть стоиком, несгибаемым, там вообще несгибаемым, таким, пока что вам это... Ну, вы дойдете до этого, но сейчас не тот период. Вот отложите свой стоицизм на потом. Будьте мягче, как минимум, к себе сейчас. И, возможно, быстрее станете тем стоиком, каким вы мечтали. Там, тем жестким человеком, который все добивается, все пробивает, там, если не своим умом, головой, то какими-то своими возможностями. Ну и хорошо, давайте посмотрим прямо сейчас, что может быть создано вами как творцом. 3 ключевых аспекта, которые могут изменить вашу жизнь. И вы этого не замечаете. То есть ваши возможности, ваши ресурсы. Первый ресурс, второй ресурс и третий ресурс. Давайте ресурс номер 1. Первый ресурс. 3 жезлов. Вы не замечаете своей перспективы. Неважно, какого вы пола, какого вы возраста. У вас есть перспектива. Перед вами весь мир впереди. У вас как минимум есть еще 3 попытки начать все сначала. Поэтому не бойтесь проводить ритуалы и обряды, которые связаны с погребением прошлого. Всего плохого в прошлом оставлять. То есть у вас даже в начале года вам еще дается еще как минимум этот год, 2-й год и 3-й. У вас еще 3 попытки убрать все плохое из своей жизни и избавиться от него. Но как минимум это свое дело. Это переезд к новым берегам. Это как минимум отношения с другим человеком, с новым человеком, которого вы, возможно, даже знаете, о ком я говорю в этой карте. Да? То, что вы еще не замечаете, что может быть сделано вами. Король кубков. Вы как мужчина или вы как женщина с мужчиной можете открыться еще друг другу. Для чего? Для счастья друг с другом. Найти своего долгожданного или долгоисканного, да, мужчину и наконец-то жить с ним или с ней или с женщиной счастливо. То есть это о счастье, о чувствах, о тех чувствах, которые не могут найти покоя внутри вас. Почему? Потому что вот карта, нужно старая пройти обряд, да, вы боитесь этих похорон, да, почему-то, ну, не все любят похороны, я согласен, да, но это виртуальные похороны, понимаете, это образно, я говорю здесь об этих похоронах, да, как говорится. Ну и давайте еще посмотрим, что еще здесь в ваших руках, да? То есть это контроль, чувства, эмоции, там, где вы их контролируете не для того, чтобы держать под контролем, а для того, чтобы быть счастливым человеком, счастливым вместе с мужчиной или вместе с женщиной. Окей? Сами уже выбирайте, с кем вам быть счастливым. Наконец-то. Ну и третий аспект, 9 жезлов. Смотрите, как круто. Жезлы, жезлы и чувства. А это достичь результата. То есть, смотрите, вы можете достичь, в принципе, всего чего угодно, если поставите перед собой реальную цель. Только не ставьте цель вот такую вот запредельную, которая, ну, вот максимализм, он вам вредит. А ставьте цель реальную, то есть достигая простых, реальных, конкретных целей, от более простой цели пошагово к более сложной, вы достигнете того результата, который в конечном итоге, к которому стремитесь. Отношения, бизнес, здоровье,
благополучия в любом его аспекте и в любом его проявлении для вас они возможны. Просто нужно начать это делать один шаг каждый день на один шаг ближе. И каждый день нужно делать как минимум один шаг. А если вы каждый день будете делать 3 шага, то всего на этот путь у вас уйдет в 3 раза меньше времени. Поэтому начните прямо сейчас. И прямо сейчас у вас есть шанс все изменить. Поставить на паузу и написать комментарий. Прямо сейчас я делаю первый шаг. Я решаю делать то-то, то-то, то-то. И запишите еще эту декларацию эту в свой дневник своих желаний и дневник своего личностного роста и своей личностной трансформации. Я не просто уверен, я знаю на 100% у вас все получится. Вот увидите. Хорошо, давайте посмотрим теперь, что вас ждет в ближайшем будущем. 3 главных аспекта. 1, 2, 3. Давайте посмотрим. Первый аспект. Что будет, да? Первое, что будет. Смотрите, у вас будет просто жизнь, да? Она будет настолько счастливой, насколько вы позволите. То есть это счастье, оно будет окружать вас, и вы будете находиться в нем. То есть вы будете счастливы. Если позволите, конечно, себе прожить эту карту, да, убрать все, что в вашей жизни уже прожило, да, ушло, отпустить, да, давайте так скажем. Вторая карта. У вас будет поездка, переезд, новые начинания, новые общения. Возможно, вы даже освоите новый язык общения с мужчиной или вообще. Ну и новые отношения в том числе у вас могут быть. Новый мужчина, новая женщина. Окей. И, кстати, новое транспортное средство, если вы вдруг надумали себе приобрести, 100% уже можно. Ну и позиция номер 3. Ну и смотрите, здесь волнение. Но это волнение, это переживание по поводу чего-то волнующего в вашей жизни. Поэтому что-то волнующее обязательно будет. А теперь давайте посмотрим, что приходит в вашу жизнь. 3 аспекта вашего счастья в вашей личной жизни. 3 аспекта счастья в вашей личной жизни. Аспект номер 1. Вы обязательно влюбитесь и будете сиять, порхать, парить и українською це ширяти, да, парить, чувствовать себя как бабочка от влюбленности. В вашей жизни появится тот мужчина, которого вы ищете. А если вы мужчина, поверьте, вы найдете кого покорить и подчинить себе, как настоящий император. Также счастье будет связано с надежностью и обеспеченностью. Ну и настоящая любовь, настоящие чувства и настоящая открытость, которой не стоит бояться и которая действительно будет самодостаточна и пьяняща в вашей жизни обязательно будет. То есть счастье в любви, влюбленности, открытости чувств и с тем мужчиной и женщиной, которого вы действительно хотите. И все это в благополучной среде обитания. Давайте посмотрим, что идет в вашу жизнь, какая информация. Какой всадник? В вашу жизнь идет радостная весть. Она может быть связана и с каким-то праздником, может быть с каким-то юбилеем и торжеством. Возможно, это рождение ребенка, ну а может быть просто хорошие новости идут к вам. В вашу жизнь идет роскошный дорогой подарок. Вы действительно будете жить богаче, а ваше здоровье будет стабилизироваться и улучшаться. Это будет происходить благодаря вашему хорошему настроению и хорошим новостям. Все благодаря тому, что вы освобождаете свое пространство от негатива и впускаете в свое пространство только позитивные мысли. Но и не только позитивные мысли, вы не находитесь в розовых очках. Вы начинаете просто жить таким образом, где место для позитива постепенно вытесняет весь негатив, который был, от которого вы будете избавляться. Ну и третья хорошая карта. Смотрите, женщина королева чаш и мужчина королева кубков. Вас ждет настоящее единение душ, вас ждет действительно синхронизация реальностей и любовный и чувственный резонанс двух родственных душ. Вы рискуете, в кавычках, да, в кавычках, рискуете найти свою родственную душу. Но этот риск, он оправданный и он по-настоящему звучит из потока только в хорошем контексте. Что волнующее произойдет в вашей жизни?
Волнующим будет ваше выздоровление, встреча со своим ребенком внутренним и налаживание отношений со своими родителями и со своими детьми, особенно с отцом и с мальчиком. Опять выздоровление. Волнующим будет встреча со своим целителем, со своим даром и со своими качествами, которые вы будете реализовывать на практике, и они будут приносить удовольствие и радость не только вам, но и тем, с кем вы будете взаимодействовать благодаря этим качествам. Опять-таки это отцовский аспект, поэтому что-то хорошее по линии отца у вас должно проясниться. Ну и третье, это шестерка мечей. Здесь хорошая волнующая новость, связанная с новым жильем, с переездом, с семьей, с мужчиной и женщиной, которого вы можете встретить и на новой земле, и, возможно, после переезда, и во время переезда. И вообще все движение, связанное с семьей, с родственниками, с детьми, с женой и с мужем, все будет вам приносить радость, удовольствие и главное достижение той цели, к которой вы стремитесь в коллективе своей семьи. Что навсегда уходит из вашей жизни? Из вашей жизни навсегда уходит дьявол или дьявол. И это все темное, о котором я говорил в самом начале вашего расклада. Поэтому если вы идете путем очищения своего пространства, внешнего, внутреннего, своих энергетик, вы находитесь на правильном пути. И вся магия, которую мы здесь рассмотрели с вами, и вот эта метла, которая здесь есть, и вот эта королева жезлов, которая здесь есть, и вот эта жрица, которая есть, это все элементы какой-то магии, которая была, возможно, в прошлом у вас, возможно, связывает вас по роду с мамой, возможно, с прошлой семьей и так далее. Она уйдет. Навсегда уходит дьявол. Темная сила отойдет. Темная сила будет изгнана силой света. И свет победит тьму в вашей жизни. И чем сердце успокоится? А сердце успокоится мужчиной, и сердце может успокоить мужчина, и сердце мужчины успокоится, и мир магии светлый и чистый вам откроется. И да будет свержена сила тьмы. И где-то утром ранним вы услышите слово «живи», и это слово вас больше не будет ранить. Мира вам и вашим мирам, берегите себя, любите себя і міри, которые вас окружають. Світла вам та вашому всесвітові. Допомагайте силам світла нищити сили темряви і пам'ятайте, що десь там, у тій темряві або темряві, яка знаходиться всередині вашої душі, обов'язково є місце для тепла та світла. І це світло обов'язково буде опромінювати усі куточки, темні куточки вашого серця і обов'язково надасть вам ту рушільну та ту живлячу силу, яка зможе чарівним чином змінити ваш внутрішній та зовнішній світ. От побачте, вірте в магію, вірте в диво, і воно обов'язково відбудеться. Ключ, замок, мова. Амен. Світла вам та вашому всесвітові, лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Побачимось. Чарівних свят та нехай збуваються дива. Па-па.